1945 года войскам Второго Белорусского фронта, форсировав пролив Девинов, овладели железнодорожной станцией городом Воллин. Мы находимся в деревне Сибин. Сюда в конце марта 1945 года продвинулись советские войска, сталкивая остатки немецких частей к реке. Фронт остановился у реки до мая 1945 года. Части, которые находились в Сибине, еще с марта начали перебрасывать на берлинское направление, а сюда пришли войска Второго Белорусского фронта из района Гданьска и получили приказ от командования форсировать реку Дзивна. Где-то дня 3-4, может быть 5, мы там вот где-то около берега обитали. 2 мая в 12 дня сказали, артиллерия будет стрелять, самолеты не будут поддерживать авиация, артиллерия 40 минут будет стрелять. Все. Выдали красные тряпки, такие, как лозунги пишут. Сказали, на том берегу завернете камень большой, на самое высокое дерево забросите. Это сигнал для тех, кто там в бинокле смотрит. Россияне ужили до форсирования. Для форсирования советские войска использовали, как мы прочитали в документах и книгах, лодки и плоты, которые подготовили на месте. Тут недалеко была лесопилка, где строили плоты. Также были использованы трофейные немецкие лодки. К сожалению, моторных лодок не было, и на другую сторону пришлось грести против сильного ветра. Поэтому форсирование было долгим, а потери при нем большими. Погода была плохая, шторм был, все равно туман был, и авиация не поддерживала нас, потому что низкая облачность, нам объяснили. Только мы проплыли половину, только вот на ладошке у немцев, они же там высоко, им удобно стрелять. Так вот наша лодка села на мель, где-то, не знаю, метров 20 от берега. Берег песчаный, пляж, камней нету. Деревьев нет, одни кусты. В тряпку что заворачивать? Ее же надо быстро забросить. А тут стрельба еще, они оттуда стрелять нет. В 3 окопах они там. Возвышенность, как и вся территория вдоль реки Дзивна, была полностью покрыта немецкими укреплениями. На взятие этой высоты советским войскам понадобилось 2 дня. На самой возвышенности, где мы сейчас находимся, было 3 ряда немецких окопов. До сих пор в этих окопах находятся артефакты тех дней, а также тела немецких и советских солдат, которые здесь погибли. Согласно документам, тут погибло 13 немецких солдат, а советских 70. Среди 70 погибших советских солдат был также капитан Василий Копылов, который через год после своей смерти был удостоен звания Героя Советского Союза. Наша основная задача, которую мы всегда стараемся выполнить, это идентификация найденных останков. Мы стараемся показать, что эти люди не были серой массой в образе красноармейца или солдата вермахта или солдата войска польского, а что это были люди, у которых было имя, фамилия, у которых были семьи. И несмотря на то, что с окончания войны прошло уже 70 лет, мы все равно стараемся их идентифицировать. Постараемся их идентифицировать. Мы используем самый современный способ, и в целом это новаторский проект. Никто раньше даже не думал о том, чтобы солдат со времен Второй мировой войны идентифицировать при помощи генетических методов. В районе Кожентина это единственный хорошо сохранившийся немецкий окоп. Остальные сейчас находятся под используемыми полями, что затрудняет поиск погибших. Но всегда есть надежда, что рано или поздно мы их найдем. Вдали мы видим возвышенность, за которую шли 2-дневные бои под Кожентином. На этой возвышенности мы нашли останки 15 погибших солдат.
Скорее всего, этот пейзаж не сильно отличается от того, который видели бойцы 313-й стрелковой дивизии 70 лет тому назад. Находящиеся там немецкие позиции делали практически невозможными какие-либо действия со стороны советских солдат. Sporo czasu, prawie 2 dni zajęło. Много времени, почти 2 дня, понадобилось частям 313-й стрелковой дивизии, чтобы взять высоту и отбросить немецкие войска от деревни. I zepchnięcie oddziałów niemieckich. С этого момента, когда удалось проломить немецкую оборону, 4 мая, фактически закончилось немецкое сопротивление. Praktycznie od... Немцы начали быстрое отступление в направлении военно-морской базы в Свиноустье, с надеждой, что им удастся на военных и транспортных судах эвакуироваться в Копенгаген, в Данию, не занятую ни союзниками, ни советскими войсками. radzieckie.